Жить больше 100 лет. Легко. И это не какая-то там очередная теория, а то, что, вероятно, будет достигнуто уже в ближайшее время. По прогнозам, эффективные технологии продления человеческой жизни появятся уже в ближайшие 20 лет. Сейчас мы находимся на пороге очередного скачка информационных технологий, появления и развития искусственного интеллекта. И именно искусственный интеллект нам это все изобретет и очень скоро. И да, я опять вижу, как критики нашего канала, число которых, кстати, сильно уменьшилось в последнее время. Так вот, я прямо уже вижу, как они скептически улыбаются. Какой такой искусственный интеллект? Это же просто программа, которая быстро считает и обрабатывает массивы данных. Максимум, что этот интеллект может, это делать скучную, монотонную офисную работу или программировать. Ну или помогать ученым в сложных расчетах. Именно только помогать, а не изобретать. Потому что изобретателем, творцом может быть только человек. Давайте-ка я с вами сразу же и не соглашусь. Критикуя искусственный интеллект, никто почему-то не вспоминает, что ему, искусственному интеллекту, только 3 года. Вы себя-то помните в этом возрасте? Ну и как вы изменились с тех пор? А ведь с искусственным интеллектом прогресс будет гораздо быстрее. Ну хорошо. А что же говорят сами разработчики искусственного интеллекта? Люди, которые разбираются в этом лучше всех. Ну так вот, Илон Маск, например, считает, что искусственный интеллект, превосходящий любого отдельного человека, может появиться уже в 2026 году. В этом году, то есть, на момент записи этого видео. А превосходящий все человечество вместе взятое к 2030 году. А вот Сэм Альтман, например, из OpenAI говорит, что в следующем году, 2027 максимум, системы искусственного интеллекта начнут выдавать новые идеи. И это начало создания сверхразума. Кое-кто из ключевых разработчиков считает, что искусственный интеллект-исследователь появится уже в 2027 году, в следующем году, то есть. И как только это случится, то искусственный интеллект сам начнет ускорять свое развитие, что приведет к сверхразуму. Практически за считанные месяцы, мгновенно. То есть он сам начнет программировать и создавать себя. Вы понимаете теперь, почему технологии продления жизни могут появиться внезапно, вот уже скоро, прямо на глазах? То, что мы отвели на это аж 20 лет, это же скорее связано не с самим изобретением технологий, которые могут появиться уже завтра, а с тем, что испытание, внедрение и получение всех необходимых разрешений к использованию, а тем более таких, как испытания в медицине, это обычно берет какое-то время. Ну хорошо, а теперь давайте вернемся к тому, с чего же мы начали. Итак, продление жизни. Ожидается, что именно искусственный интеллект найдет комбинации малых молекул, способных замедлять старение тканей, анализируя миллиарды биологических путей, которые сегодня человеческий мозг просто не способен удержать в фокусе одновременно. И это не гарантированное пророчество, а это научно обоснованная ставка. Если раньше ученый мог изучать одну молекулу годами, то сегодня искусственный интеллект за 1 неделю анализирует миллионы соединений. И это уже сегодня. А на что же будет способен сверхразум?
Именно поэтому, кстати, большинство экспертов полагают, что ключ к долголетию будет найден машиной, а не человеком. Ну здорово, скажете вы. Но это же будет доступно не всем, а только очень богатым людям. А иначе появится слишком много пенсионеров, которых невозможно будет содержать. Пенсионную систему ждет полный крах. Ой, да не переживайте вы за пенсионную систему, ничего с ней уже не будет. Весь этот бум изобретений коснется ведь не только же медицины, правда? Вы это понимаете? Это же касается и изобретения новых материалов, роботов, и полностью автоматизированных заводов по производству всего. Уже очень скоро искусственный интеллект и автоматизация заменят людей практически во всем. Корпорации, вероятно, будут платить специальные налоги на автоматизацию, и эти деньги будут выплачиваться населению как безусловный доход. Это значит, что вместо того, чтобы ходить на работу, люди просто будут получать ежемесячную зарплату просто за то, что они люди. Звучит как фантастика, правда? Но уже сейчас то тут, то там такие эксперименты проводятся, а в будущем это будет просто повседневной практикой. Попросту говоря, человечество выйдет на пенсию. А тогда скажите, какая разница, кому платить пенсию? 20-летнему или 100-летнему, если оба не работают и не будут работать всю жизнь? Сейчас лайкните, пожалуйста, это видео, а мы продолжаем. Так вот, в этом случае медикаменты или процедуры, продлевающие жизнь, станут таким же товаром, как и все остальное, и так же, как и все остальные товары, будут только дешеветь со временем. Придет время, и оно не за горами, и старость будут лечить так же, как и все остальные болезни. Кстати, уже скоро появится огромное количество новых препаратов, которые будут эффективно излечивать практически все болезни. А в области машиностроения искусственный интеллект уже сейчас предлагает материалы, которые не встречаются в природе. А в течение 2 лет он сможет самостоятельно проектировать, например, электролиты для батарей, которые будут заряжаться за секунды и служить десятилетиями. Кроме того, главное ожидаемое изобретение века – использование термоядерной энергии для производства электричества. Так вот, с искусственным интеллектом создание первой такой электростанции произойдет очень скоро. А уж если мы овладеем этими технологиями производства электроэнергии с помощью термоядерной энергии, то мы получим доступ к практически неисчерпаемой и дешевой энергии. И что еще важнее, такое производство будет супер экологичным. Никакого загрязнения окружающей среды. Никакого абсолютно. Сырьем для таких электростанций будет гелий-3, которого, кстати говоря, очень много на Луне. А у нас на канале уже есть видео об освоении Луны и программе Артемиде. Программе Артемида, кстати. Посмотрите, мы там подробно рассказываем о гелии-3. А теперь внимание! Сейчас мы объясним, почему же все это изобилие стопроцентно свалится на нас очень быстро и в ближайшем будущем. Зрители, которые уже видели предыдущие ролики на нашем канале о происхождении и развитии человека, наверное, обратили внимание на то, что прежде чем научиться производить качественные каменные орудия и одежду, наши предки бродили по Африке миллионы лет и никак не менялись. И вдруг неожиданно, около 200 лет назад, вдруг появился Homo sapiens, человек разумный, и за пару сотен тысяч лет появились первые цивилизации, ремесла, искусство. Потом новый скачок.
И уже за какие-то приблизительно 10 тысяч лет появились египетские пирамиды, великие империи. Возникла новая архитектура, мельницы, технологии изготовления тканей и так далее. Теперь следим далее. С начала 20 века просто взрыв технологий, бытовая техника, автомобили, самолеты и даже освоение космоса. И все это за каких-то 100 лет. А с примерно 90-х годов прошлого столетия новый взрыв технологий. Вы видите, как прогресс все убыстряется и убыстряется. И если простое приручение огня заняло миллион лет, то освоение околоземного космического пространства только 50. Конечно, вы уже догадались, что причина кроется в появлении и развитии новых информационных технологий. Что это значит? Человечество миллионы лет жило в Африке, питаясь корешками и тем, что попадется, пока не изобрело первую информационную технологию. Это была речь. Теперь, если человек изобретал какой-то особенный способ добычи корней или производства каменного орудия, он уже мог объяснить своим соседям, как он это сделал. И развитие технологий пошло быстрее. Затем, когда был изобретен алфавит, он уже мог не только рассказать, но и записать для потомков весь технологический процесс. И дела пошли еще быстрее. А когда появилась третья информационная технология – книгопечатание, все накопленные знания можно было не только хранить в записанном виде, но и сделать доступными для всех. С появлением же телевидения и радио доступность информации увеличилась многократно. А когда уже всю планету связали интернетом, всего лишь в течение каких-то 20 лет технологии просто взорвались. Кстати, где-то среди всех этих информационных технологий затерялась поэзия. Баллады и стихи позволяли легче заучивать и распространять информацию. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, с появлением самой последней новейшей информационной технологии искусственного интеллекта, сколько времени займет новая технологическая революция? Вот если вы внимательно следили, то вы, конечно, понимаете, что уже точно не больше, чем 20 лет. 20 лет – это в самом худшем случае. Ну как, мы смогли вас убедить, что ныне живущее поколение имеет все шансы прожить больше 100 лет? Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны.